Вот прекрасно перезимовала береза, это сорт Росдворф. Оно еще говорят, это русский аналог японского клена. Очень резной листик, красивый, вот она снизу пошла. Хочу, наверное, убрать, оставить ее на штамбе. Вся на почке. Перезимовала, морозы нипочем ей были. Зимовала в контейнере в большом. Ну, единственное, когда были очень большие морозы, я показывала, что я укрывала контейнер. Вот ленкоранка. Частично подмерз молодой прирост. Ну, жду, какие почки, когда проснутся, тогда буду убирать. Но в основном ствол жив. Зима просто непредсказуемая в этом году. Мои цветочные композиции. Вот перезимовала тоже первую зиму фатиния. Я ее обстригла коротко, и вот она начала давать почки. Хочу простимулировать кущение, чтобы были молодые красные приросты. Здесь проснулся борщелистный клематис. Вообще, смотрите, конечно, красота, и в дождь краски такие зеленые, такие яркие, такие сочные. Барбарисы уже все в листике, все цветут. А вот он, наш красавец нутканский. Кипарисовик. Очень красивый. Уже позеленел так. Красавец. Вот лагерстремия. Это с зеленым листом куст. Куст посадка прошлого года. Пока никаких выводов не делаю. Ну вот ощущение, что он живой. Но ждем прирост. Сзади можжевельник Хорстман, такая кракозябра. А вот просыпается акракуана, молодые почечки. Буду ее пересаживать. Погода не позволяет. Она у меня горит здесь. Обгорает у нее. Иголочка обсыпается. Вот сейчас молодой прирост пошел, и чтобы его летом не потерять, придется пересаживать в более тенистое место в саду. Кактус мой агрессирует. Уже не знаю, как с ним быть. Уже камнями его обложила, чтобы он не прирастал. Вот какой красивый барбарис. Сорт не помню, но лист на зиму не сбросил. Вот цветет весь, и уже листики, которые все-таки обмерзли, обрастают. Красивые. Раньше сбрасывал, видимо, укоренился и перестал. Вот такая дождливая весна в саду. Вот здесь посадила уже цинии. Вот такие красивые. Как история с бобами. Посадила, на следующий день цинии. Ну, конечно, на рынке приобрела. Посадила, и тут же уже начали распускаться. Почувствовали землю. Красотища. Вергата. Вот у вергаты такой насыщенный зеленый цвет у хвои. Красавица. Барбарис Юлиан. И все в траве, ребята, все в траве. Не могу сюда залезть. Ну, пока трава цветет красиво, не раздражает. Здесь у меня тоже канна. С такой варигатностью красивая будет такая колонна. Мой клематис тайга. Еще сюда подсадила ипомею. Ипомею, у которой лист будет как у монстеры. И еще ипомею такие красно-белые будут у нее кисточки. Вот мой красавец бук триколор.
Еще никаких признаков распускания почек нет. Дожди льют. Переживаю, хоть бы корневая не пострадала в растении. Так я его жду. Вот мы показывали уже, как мы сделали ему шпалеру такую, которая будет его притенять. И вообще вся вот эта пергола была построена уже после того, как был посажен бук. Для того, чтобы притенить его. Ну и такая зона любования буком. Уже проснулись гибискусы сирийские, а я никак не могу их обстричь, выйти. Нужно уже собраться и даже под дождем. Кипарисовики. Голдрайдер. Драхт. А вот она, коника, елочка, смотрите, вся уже вот-вот будут ярко-зелененькие, уже кое-где начали приросты. Красота. Вот так вот нас радует трава. А вот посмотрите, какой красавец бересклет крылатый компактус. Он вообще какой-то весь космический, квадратные такие стволы с такими интересными наростами, и почка у него нереальная. Вот такая весенняя картинка. Так, а кто у нас здесь? Здесь коника. Вот сразу видно южную и северную сторону. Все равно подгорела. А вот какой красавец Барбарис Мария. Весь цветет. Желтолистный, колоновидный. А здесь у меня скумпия Golden Spirit. Они очень так интересно смотрятся. У скумпии круглый листик желтый, и у барбариса круглый, но маленький. И у них такая группа получается интересная. Вообще прикольно в саду делать какие-то композиции. Вот смотришь, вроде бы не просто одно растение, а какая-то интересная группочка. Ой. Вот сюда пересадила магнолию грандифлора. Будет большое дерево. Ну вот весь вот этот большой кусочек для него. И опять-таки я буду сидеть, наслаждаться ее цветением. Будет очень красиво. А вот барбарис, такой же точно, ой, господи, бересклет, эмеральд гаеты, но он в контейнере, поэтому он весь розовый. Вообще создавайте какие-то моменты, вот фонарик, вот смотрите, любуетесь вроде бы можжевельником, а вокруг глаз радуется. Японский клен Emerald Lace перезимовал великолепно. Вот распускает листик свой резной, красивый. Вот практически без укрытия. Кедр мой. Красавец Глаука пендула. Ой, сейчас грязь такая, хочу показать вам. У него зеленые почки. Вообще заметила, кедры, видимо, как и елки, прошлогоднюю хвою весной сбрасывают, поэтому весной легкое пожелтение. Но почка идет, значит, все прекрасно. А вот смотрите, как красиво смотрится кипарисовик Лавсона Ивон. Просто нарядный. Красавец. Здесь такая у меня тоже группа. Барбарис Red Chief. Вот он весь проснулся. Будет колористический такой бордовый кустик красивый. За ним Вигела Red Prince. Цветет красными колокольчиками. И здесь растет у меня розочка бордовая. Пересорт
поэтому сорт не скажу. Получается опять красивая группа. А вот наша болящая. Ну, выводы делать пока не буду. Хвоя обсыпается. Почка живая. Я предполагаю, что лечение пошло на пользу. Восстановим. Солнышко выглянуло, красота. А вот она, пиния. Пиния перезимовала. В морозы накрывала просто пластмассовым ящиком. Почка, видите? Вот эти длинные подмерзли иголочки. И самое главное, что она вся жива. Так, сейчас попробую вам показать, как интересно цветет кизил. Ну, фокусируй. Не хочет фокусировать. Ну, интересно, посмотрим. Цветет уже не первый год. Кизила не ели еще своего ни разу. Зато одуванчики тут жируют, наслаждаются погодой. Ковыль. Это овсяница. Вот тоже так развалилась. Вообще трудно мне овсяницы выращивать. У меня коты в них гнезда вьют просто. Ну вот опять попробовала. Вот какой красавец барбарис Red Rocket. Даже цвести будет. Прекрасный сад. Моя любовь. Елочки. Здесь у меня хвойная группа. И такая спираль времен. Вокруг гинго белоба. Гинго просыпается, почка зеленая. 3-й год растет мой гинго, должен уже стартануть. Посмотрите, как красиво. Ну, может, конечно, мне красиво. Но мне нравится. Моя задумка, моя идея, сама придумала, сама собрала. Траву уже подстригла, трава растет. Можжевельники. У меня был ролик по можжевельникам. Это Спрингбанк, скальный можжевельник. Вот такие колористические пятнышки. Lime Glow можжевельник. Красиво будет. А вот он, мой гималайский кедр. Кедр Деодар. Весь на приростах. Красивый кедр. Сейчас выпустит приросты, потом станет ярко-ярко бирюзово-голубым. Быстро растет. Вот 3-й его год в саду. Он уже прирастает больше своего вот годового роста. Дает за сезон. Вот понаблюдаем за ним. Здесь у меня пироканта оранжевая. И оттавский барбарис суперба. И у Наби такая колючая зона. Здесь хочу потом шпалеру сделать и пустить, чтобы мою вот хозпостройку затянуть. Елочка из элефастигиата тоже на почках. Я, когда елочки снимала, говорила, что ее купила под Новый год, и она была выкопанная и подсаженная в горшочек. И я не увидела, что она была не выращенная. А когда начала сажать, земля обсыпалась. Я была в стрессе, но
Вот мы боремся, она, конечно, стрессовала, но очень хорошо заложила почки. Видимо, уход и любовь делают свое дело. Вот елочка, которую я стригу, прекрасно отозвалась на стрижку. Вот она вся на почках. Буду стричь опять, посмотрю. Может быть, конечно, действительно сделаю ей прививку. Но это будет другая история. Lime Glow. Глаз радуется. Желтый цвет в саду, он такой умиротворяющий. У меня весной всегда желтый цвет солирует. Если вы любите хвойные с желтым окрасом, то очень красиво будет все это смотреться с нарциссами весной. Snake. И вот такая красавица Бушлейс. Вот уже начинает лопаться почка. Так, уже долго затянула. Быстро покажу. Шалфей. Вот проснулась мушмула. Вот красавец Кайзука. Весь на приростах. Вишня расцветает. Здесь у меня такой красивый уголок. Такой здесь наслаждаюсь цветением. Расцветает вишня, потом расцветает слива. Красиво очень. Быстренько пройдемся. Гортензии проснулись. Здесь туевик. И все в траве. Кипарисовик Филифера. Вот так уже распустилась жимолость. Бамбук. Варигатный подмерз, но отходит. Зелененький. И вот такая красавица у меня. Лиственница Диана. На таких завитушках. Не могу вам не показать, какая красота. Расцветает персик. Прелесть. Вот какие тучи. Не дает нам небо покоя. Инжир. Посмотрим, как перезимовал инжир в этом году. Почки отмерзают. Может быть, какие-то ветки отмерзли. Посмотрим. Зима была не щадящая. Господи, грязь чиркает под ногами. Крымская сосна. Вот такие иглы. Крушина ольхолистная просыпается. Колоновидная. Красивая. Ой, даже на цветочках. Посмотрим, как расцветет. Здесь у нас сумах. Тигриный глаз. Почка живая, скоро будет распускаться. Вот уже пошли стрелки. Скоро будет вторая стадия формирования неваки из сосны. Сделаю ролик. Сформировала я ее осенью прошлого года, поэтому сейчас это такой лысый осьминог. Мы будем работать. Пересадила свою айву японскую, прекрасно перенесла пересадку, вовремя пересадила, вся расцветает. Ива тоже прекрасно себя чувствует. Так, друзья, пошел дождь. Надо будет
прекращать экскурсию. Здесь березка, йонги, вся в сережках, очень красивая. Самшит распускается, пахнет невероятно. Дождь идет, самшит душистый. Здесь у меня ирга. И все. На этом с вами прощаюсь. Спасибо всем за внимание. Прекрасных вам садов. Пусть ваши сады радуют вас, приносят удовольствие.